Всем здорово, чуваки! Как вы помните, в одном из прошлых видеороликов я пытался надуть стеклянную бутылку колы при помощи того, что мы нагревали ее горелкой. И у меня это, практически удалось, потому что я слегка ее деформировал. И да, кстати, я не просто так в маске. Сегодня будет довольно-таки опасно, потому что я хочу взять различные стеклянные предметы, нагреть их до дикой температуры при помощи горелки и залить туда немножечко ледяной воды. Вот что произойдет? Да, я понимаю, что от перепада температуры стекло начнет трескаться. Но мы взяли не просто так различные стекла, потому что у них разный состав. Они разные по толщине. Какие-то выдерживают там 100 градусов, какие-то выдерживают 400 градусов, а может и больше. Вот что произойдет с ними в таком случае, вот я, честно говоря, не знаю. Может, какой-то из них растрескается на мелкие кусочки, может, какой-то треснет просто пополам, может, с ними не произойдет вообще ничего, а может, он даже взорвется. Сейчас мы это с вами и узнаем. У нас есть вот такая вот металлическая конструкция, на которую мы будем ставить наши стеклянные предметы. Если вы помните, откуда она, напишите в комментариях. Также у нас есть вот такая вот горелка, при помощи которой мы будем нагревать наши стеклянные предметы. И первый предмет, который мы нагреем, это вот такой вот стакан. Он довольно тоненький, я думаю, с него как раз таки поэтому и стоит начать. Чтобы стакан от горелки не лопнул, заливаем сюда чуть кипятка и немножко его разогреваем таким способом. Разогрелся, можно начинать. Так, ставим стаканчик на нашу конструкцию. У нас уже есть подготовленная ледяная вода, она находится в снегу за окошком. Ух, просто лед. Ставим на стол и ставим наш стаканчик. Сейчас будем его разогревать. Включаем горелку, защищаем свои глаза и потихонечку будем нагревать наш стаканчик. Мне очень страшно сейчас это делать, главное, чтобы сейчас не треснул. Воу! Так, а что ты пугаешься? Волосы жалко. Ребята, я не знаю, чувствовали ли вы когда-нибудь запах раскаленного стекла, но я уже начинаю это ощущать, что стакан разогрелся. Когда мы надували стеклянную бутылку колы, был точно такой же запах. Уже видно, как огонь становится красным. Так, ребята, стаканчик разогрелся. Сейчас мы будем заливать туда ледяную воду при помощи нашего гигантского шприца. Так, забираем водичку чуть-чуть. Раз, два, три. По стеночкам все давай. О, смотрите, как круто. Он по чуть-чуть начинает крошиться. Ну, вот такой вот эффект, ребят, у обычного тонкого стекла. Это самое тонкое стекло, которое мы сейчас взяли, потому что, точно мы уже не смогли найти. Что если мы возьмем стекло чуть-чуть потолще? Вот как вообще поведет себя в таком случае стекло? Интересно узнать. А следующее, что мы нагреем, это вот такая вот рюмка объемом 50 мл. Не знаю, из какого стекла был сделан наш стакан, но этот написано, что из натрий-кальций-силикатного стекла. Не знаю, что это значит в нашем случае, но давайте проверим. Не знаю, видно вам или нет, но рюмка толще в раза 1,5. Я думаю, возможно, она даже лопнет сейчас. Давайте проверим. И уберем старый стакан. Ну, упала. Также кипятком разогреваем немножко рюмочку. Ставим рюмочку. Опять включаем горелку, будем нагревать. Да, ребят, ни в коем случае не делайте то, что мы делаем сейчас. Это очень опасно. О, рюмка разогрелась, окон становится опять красным. Опа-на. Перегрелась, походу. Вот и стекло, натрий, кальций, хлор, маций, баций. Походу, натрий, кальций, что-то там стекло, оно как-то не выдерживает высокой температуры. Видимо, я его слишком сильно перегрел. Рюмка предназначена не для того, чтобы ее нагревать, походу, а для того, чтобы из нее пить. Следующее, это вот такая вот стеклянная тарелка. Она по толщине примерно такая же, как рюмка. Надеюсь, она также не лопнет. Еще у нас не было никакой этикетки, поэтому мы не знаем, из какого стекла эта тарелка. Но давайте также ее сначала разогреем. Аккуратненько. Я надеюсь, тарелка выдержит. Но я сильно не буду ее греть, короче, теперь. Давай. Ставим тарелку, включаем горелку и разогреваем потихонечку тарелку. Ну, тарелка хотя бы не лопается, как рюмка. Мне кажется, это может значить одно. Она явно крепче. Я боюсь очень сильно переборщить с нагревом. Все, папа, хватит? Да, давай только сразу мощно такой шух. Давай зальем прям нормально от души туда. Погнали. Готовы? Да. Раз, два, поехали. Ну это все. Какой-то слабый эффект. Слишком слабый, блин. Я думал, что это поинтереснее будет. Стакан хотя бы на мелкие кусочки раскрошился, а тарелка на большие. Тарелка сломалась на большие кусочки, вероятнее всего, потому что стекло толстое. Хотя, с другой стороны, я помню, когда у бабушки в деревню мы ездили,
на заднем дворе, когда бабушка сжигала ботву, мы туда еще подкидывали бутылки разные, там, из-под водки, из-под пива и тому подобное. И они ломались как раз-таки, как вот первый стакан. С чем это связано? Почему что-то на маленькие кусочки ломается, что-то на большие? Напишите в комментарии, будет интересно почитать. Следующая это стеклянная бутылка колы. Она явно толще, чем какая-нибудь тарелка или рюмка. И что будет, если ее раскалить и налить сюда ледяной воды? Сейчас узнаем. Надеюсь, она бахнет прям сильно. Опять же, кипяточком разогреем ее чуть-чуть. Ставим бутылочку вот таким образом, потому что она у нас вертикально не стоит. И будем нагревать. С бутылкой в прошлом ролике у нас было все окей, она не лопалась вообще. То есть мы ее нагрели до такого состояния, что можно было просто изгибать ее, надувать. Поэтому должно все получиться. Если кто-то из вас знает, из чего сделана стеклянная бутылка колы, напишите в комментариях. Так, ребята, ну мы уже разогреваем бутылку примерно минуты 3. Я думаю, она по-любому уже очень горячая. Главное, что она не лопается, это очень радует. Раз, два. Набираем шприц. Ты хочешь бабахнуть прям? Я хочу плеснуть прям в горлышко сейчас вовнутрь. Давай. Мне вот интересно, как будет. Раз, два, три. О! Слушай, ну симпотно было. Вот это было круто, блин. Ты видел, как она просто Да, так взрыв? да. Если бокал разлетелся на мелкие кусочки, то здесь, посмотрите, здесь просто мельчайшие куски. Прям мини-мини-мини кусочки стекла. Блин, ну я испугался, честно говоря. Она как бахнула, блин. Ну как вы думаете, какой сосуд может быть еще крепче, еще толще, чем бутылка колы? Даю вам 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Не угадали? Сейчас покажу, что это за бутылка. Так, ну что, ребята, следующее это у нас вот такой вот графин. Он, кстати, сделан из натрий, кальций, стекло. Короче, это то же самое, что и рюмка. Так что мы не будем сильно прям чересчур нагревать это все. Давайте мы сейчас нальем сюда кипяточку, разогреем ее. Так, наливаем. Тут попроще, смотрите. Крышечку закрыл, вот так вот постоял, побалдел, побалдел, побалдел. Готово. Так, ставим бутылочку, крышечку мы не будем трогать. Все работает, погнали. Аккуратненько, со всех сторон. Я думаю, сейчас будет прикольно, эффектно вообще. Если она не лопнет раньше времени. Если вы хотите, чтобы я снимался, а Серега снимал, ставьте лайк. Слушай, ну она не лопается. Это радует. Это радует, да. Да, я просто не... Все, вот и все. Знаете, что натрий, кальций, стекло, оно беспонтовое. Давай пробуем так налить сейчас воду сюда. Давай. Раз, два. Я не церемонился, короче, со стакана бахнул сразу и все. Не, ну слушай, это какая-то ерунда вообще. Да не эффектно, некрасиво. Вообще некрасиво. Беспонтово. Это не то стекло, которое делает красиво. На мелкие частички только здесь разбилось и все. Ну что, ребят, давайте перейдем к следующему. Ну и последний стеклянный предмет – это форма для выпечки. Я думаю, вы не раз видели такие формы. Они очень толстые, из суперпрочного стекла. Здесь так и написано – это боросиликатное стекло. Ну, я думаю, это вам ни о чем не говорит. Зато написано, что высокопрочное стекло и выдерживает температуру 400 градусов. И здесь даже молоток нарисован. Видимо, оно какое-то непробиваемое. Это очень интересно проверить. Сейчас, я думаю, мы ее разогреем как надо. И прям выльем туда прям со стаканчика воду, как Паха делал. Мне очень понравилось. Хочу так же сделать. На всякий случай разогреем эту тару. Ставим тару, включаем горелку и начинаем. Мои предположения такие. Она должна по-любому лопнуть, потому что когда мы нагреваем стекло, оно расширяется. Когда мы его резко охлаждаем, оно начинает сужаться, и от этого происходит трещина. Поэтому любое стекло по-любому должно трескаться. Но как оно треснет, сейчас мы узнаем. Мне очень интересно, это же все-таки суперпрочное стекло. Я думаю, взорваться может? Взорваться, я думаю, да. Не, ну ты видел, как рюмка лопнула? Да. Вот мне кажется, что-то подобное может здесь произойти, возможно, даже сильнее. А ты хотела бы, чтобы взорвалась? Я бы хотел. Так, ну, наверное, все, Пак, как думаю. Давай, я хочу уже увидеть это. Так, ребята, я не знаю, готова ли эта тарелка, уже разогрелась ли она настолько сильно, что нам этого хватит. Просто, короче, кидай уже горелку и сразу просто резко бах, и все. Раз, два, лей. Ух ты.
Нифига она, слушай. А вот стойкая. тебе и прочное стекло. Нифига она стойкая, блин. Слушай, ну мы нагревали это дольше. Не знаю, мы минут 5, наверное, грели ее. У меня уже спина устала ходить вокруг этой тарелки с горелкой. Но мы ледяную воду залили и вообще ничего. Как так? Давай попробуем сильнее разогреть. Давай. Попытка номер 2. Сейчас буду вталово просто ее нагревать, пока она не покраснеет, блин. Опа! Как так? Она была горячая, мы ее продолжали нагревать, и она просто треснула. Что за фокусы, блин? Вот сейчас она не трескается почему-то. Так, ребят, я думаю, разогрелась уже 100%. Местами огонь становится уже красным. Так, ну что, я думаю, можно заливать. Возможно, вы скажете, что вода у нас не холодная. Смотрите, в ней снег плавает. Она ледяная. Давай, раз, два. Представляете, первый раз мы нагрели ее, залили холодной водой, и она не треснула вообще. Действительно, очень прочное стекло. На самом деле, я ожидал совсем другой реакции. Я думал, что оно реально лопнет, потому что оно же очень прочное, оно толстое. Мы его нагреваем, оно сжимается. И когда мы заливаем туда холодную воду, я думал, что оно просто вот так вот разлетится по всему помещению. Но произошло так же, в принципе, как и с первым стаканом. С чем еще у нас так было? С тарелкой. Было то же самое. Но самая интересная реакция сегодня была, конечно, с Кока-Колы. Это было очень круто. Но по итогу, ребят, мы сегодня выяснили, что толщина стекла никак не влияет на ее прочность. Все зависит только от того, из чего же сделано все-таки стекло. При нагревании, как оказалось, лопаются абсолютно все стекла. Единственное, что последнее, конечно, было действительно очень стойким и жаропрочным. Ну а до рюмки холодная вода так и не дошла, потому что рюмка не предназначена для высоких температур. Она нужна для того, для чего нужна, в принципе. Так что, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте побольше лайков внизу под этим видео, подписывайтесь на канал и всем пока!